Добрый день, с вами Родниковский музей. Сегодня мы расскажем вам о воине-интернационалисте, участнике войны в Афганистане, Голеве Валентине Михайловиче. Он родился в станице Родниковской в 1953 году, учился в школе номер 15. После окончания школы поступил в Саратов, в ГУПТ. Когда он закончил ГУПТ, работал помощником машиниста электровоза. Как-то раз над их составом низко пролетал вертолет, и они какое-то время соревновались в быстроте, шли голова в голову, пока летчик не прибавил скорости, и стальная птица ушла далеко вперед. Завороженным, мечтательным взглядом провожал винтокрылую машину Валентин Голев, пока его не опустил к земле обиженный голос машиниста. «Что, парень, в небо потянуло?» И потянуло. В свои неполные 18 лет курсант Саратовского авиационного училища имени Юрия Алексеевича Гагарина Валентин Голев самостоятельно поднял стальную машину в небо. Познакомился с местной синеглазой девушкой Людмилой, влюбился, сыграли свадьбу и вместе отправились на Дальний Восток. Там он 5 лет охранял государственную границу. У них родились 2 детей – девочка и мальчик. Так началась военная одиссея Валентина Голева. После Дальнего Востока его отправили в ГДР, затем в Калининград. Не успел он еще получить квартиру, как последовало новое назначение – в Афганистан. В Афганистане война началась в 1979 году, когда был введен ограниченный контингент советских войск. Вначале Валентина Голева направили в воинскую часть, дислоцирующуюся в районе дворца Амина, затем перевели в другую часть, поближе к высоте Саланг. Смелость и решительность, находчивость и надежность – много раз эти качества выручали капитана Голева во время службы в Афганистане. Однажды пришлось снимать раненых с труднодоступной горной площадки. Туман закрывал все вокруг. Приземляться приходилось по приборам и интуиции. Наблюдавшие за этой посадкой десантники назвали работу вертолетчиков ювелирной и виртуозной и благодарили Валентина Голева и его экипаж за спасение их товарищей. Вот отзыв Андрея Жезлова, который бок о бок летал с Валентином Голевым под раскаленным зноем афганского неба. Наш командир всегда решительно действовал в любой обстановке, и эта его решительность вселила уверенность в каждого из нас. Однажды, едва оправившись от болезни, я полетел с ним на боевое задание, так как был убежден, мы выполним задание и вернемся обратно. Так оно было и в этот раз. Именно за такую работу в воздухе по поддержанию боевых действий войск, за самоотверженный труд, за мужество и героизм при выполнении интернационального долга капитан Голев был удостоен государственной награды. Валентин Михайлович часто бывал на Кубани, где жили его родители, отец Михаил Манасьевич и мать Ольга Вениаминовна. Они гордились своим сыном, который дважды побывал в Афганистане, совершил 866 боевых вылетов и налетал 5040 часов. В 1986 году им пришло страшное сообщение из опаленного войной Афганистана. Командование, политический отдел воинской части 65200 с чувством глубокой скорби сообщает вам, что 25 августа 1986 года, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб ваш сын, Голев Валентин Михайлович. Закончилась война в феврале 1989 года выводом советских войск из суровой горной страны. Прошло много лет, но память людская бессмертна, как и имя Валентина Михайловича Голева, которое носит школа номер 15 станицы Родниковской.